Порой, неожиданно для самого себя, можно оказаться в месте, про визит в которое даже никогда и не думал. Такие поездки, в которые собираешься за один день, часто становятся самыми увлекательными, как в общем, почти любая спонтанность в нашей жизни. И сегодня такая тревел-импровизация завела меня в место, где я неожиданно для себя встретил много людей с добрым и теплым сердцем. А еще нашел невероятно холодную, даже для сибиряка, зиму. Место, которое с одной стороны многим удивило, а с другой показало и весьма привычные для русского глаза картины. Я нахожусь на земле некогда великой и непобедимой державы, почти в самом центре того ханства, чьим правителям наши предки 300 лет платили дань, и от которого сегодня не осталось и половины территории. В представлении среднего россиянина это государство и по сей день остается страной третьего мира. Правда или стереотип? Прямо сейчас вы увидите, как живет и как выглядит столица современной Монголии. Добро пожаловать в Улан-Батор. Город был основан аж в 1639 году, тогда получив название Урга, что в переводе означает «дворец знатного человека». Во второй половине 17 века Урга был резиденцией маньчжурийского наместника. Монголия тогда была подчинена династии Цин, и только в 1911 страна обрела полную независимость. Урга тогда стал столицей, а в 1924 был переименован в Улан-Батор, по-русски «Красный богатырь». Первое, что бросается в глаза, когда выходишь на улицу – беспорядочное движение транспорта. Для нас хаос на дорогах – явление, характерное в первую очередь для стран Юго-Восточной Азии, где множество водителей мотороллеров создают броуновское движение на проезжей части. В Улан-Баторе мотороллеров нет, зато машин просто огромное количество, и дороги в городе не строят от слова совсем. Как следствие, загруженность магистралей и улочек нереальная, и вечные пробки, начиная с 8 утра и заканчивая 11 вечера, неизбежность. Друзья, еду в такси в центр Улан-Батора. Мне помогает молодая красивая девушка Бумделгерех. Она отказалась сниматься, она стесняется, поэтому я не буду ее показывать. Но прямо сейчас могу сказать, что мы в очередной раз попали в пробку. Бешеный трафик. Видите полицейского с красным жезлом в руках? Это регулировщик. Из-за такой насыщенности магистралей добрая половина сотрудников дорожной полиции заняты тем, что хоть как-то пытаются разгрузить движение. Водители постоянно норовят то влезть в соседний ряд, то объехать препятствия, не включая поворотник. Чтобы избежать ДТП, нужна просто нереальная концентрация. Удивительно, но такое поведение никого не раздражает. В России эти маневры точно вызвали бы праведный гнев 99% участников движения. А здесь только сигналят, постоянно нажимая на клаксон, и даже недовольным взглядом на соседей по дороге не смотрят. Самая часто встречающаяся машина здесь – Toyota Prius. Их настолько много, что не проходит и одной секунды, чтобы мимо тебя не проехало это чудо японской инженерной мысли. Такая популярность приусов очень даже логична. Доходы большинства жителей весьма низкие, гораздо ниже, чем в России. Зато ценники практически идентичные. К примеру, литр 92-го бензина стоит в пересчете на нашу валюту 47 рублей, а средняя зарплата, опять же в рублях, где-то 20-30 тысяч. Но все-таки для туриста предпочтительный способ передвижения – пешком, хотя порой об этом приходилось жалеть. Все-таки зима здесь ничуть не уступает сибирской, а к 30-градусным морозам добавляется еще и неслабый порывистый ветер. Два свитера, куртка и шарф продуваются насквозь. Среди надписей на монгольском легко узнаваемые русские слова – караоке и ломбард. Причем довольно часто они находятся в одном здании.
Честно говоря, еще никогда не приходилось видеть столько подобных заведений на 1 квадратный метр земли. Они тут встречаются даже чаще, чем в наших городах можно увидеть магазины разливного пива. По словам некоторых местных, это настоящий бич общества. Заложил в ломбард что-нибудь из вещей и оттуда сразу в караоке веселиться. Правда, сдают вещи свои, в отличие от наших ломбардов, где большинство экспонатов получены незаконным путем. С Идербатом мы познакомились в очереди за местными сим-картами, где он любезно помог построить коммуникацию с продавцом, говорящим только на монгольском. Сам он попросил называть его Итка. Это международный вариант его имени. Идербату 25, и он работает тем самым дорожным полицейским. Причем попал на службу не абы как, а заканчивал школу полиции. Кстати, взятки на дорогах здесь встречаются, как и у нас. Но Итка заверил, что подобное поведение не в его правилах. И даже весьма скромная зарплата в 800 тысяч тугриков не является поводом к нарушению закона. Любопытно, что полицейским здесь официально разрешено не использовать ремень безопасности во время движения, чтобы не мешкать и не терять время на его отстегивание в случае, если сотрудник станет свидетелем преступления или правонарушения. Большая часть населения Монголии – буддисты, основополагающие принципы этой философии – человеколюбие, спокойствие и понимание. Этот храм один из самых больших в городе. Люди приходят сюда, чтобы помедитировать, насладиться спокойствием и обрести душевное равновесие. Существует легенда, что если потерять пятку золотого Будды, это принесет финансовое благополучие и удачу. И таких статуй здесь бесчисленное количество. Войдя внутрь, сразу обращаешь внимание на таблички с перечеркнутым фотоаппаратом. Однако охранник совершенно безо всяких проблем разрешил поснимать обстановку. Несмотря на то, что это был полдень буднего дня, людей было немало. Большинство подходит прямо к статуе Будды, о чем-то просит и оставляет денежное пожертвование. Вообще оставлять в таких знаковых местах деньги – это, похоже, некая традиция. Денег прям реально немало, причем номиналы совершенно разные. От 100 тугриков до 20 тысяч. Это самый высокий номинал купюр в Монголии. Чтобы вы понимали, 1 российский рубль равняется 50 тугрикам. Этого молодого человека зовут Тони. Согласитесь, необычное имя для монгола. По его собственным словам, он, возможно, вообще единственный Тони в городе. Когда-то он учился в российской Элисте, поэтому очень неплохо говорит по-русски. Образование тогда так и не закончил, вернувшись назад по семейным обстоятельствам. Сам Тони родом с Западной Монголии. Сюда приехал на заработки, чтобы отсылать деньги семье. Дома у него жена и 2 детей. Здесь, в Улан-Баторе, у него живут русские друзья, переехавшие кто пару лет назад, а кто пару месяцев. И в этом большом городе они друг другу сильно помогают, где-то компанией, а где-то деньгами. Без такой взаимной поддержки жить тут было бы гораздо тяжелее. Как я уже говорил, зарплаты в стране невысокие. К примеру, друг Тони работает учителем русского языка в школе, получает за это по нашим деньгам 40 тысяч в месяц. Снять квартиру стоит 20, на жизнь остается всего половина, и без того невысокой зарплаты. Порой Монголия немало удивляла. Мог бы кто-нибудь подумать, что в некогда второй социалистической стране мира после СССР обнаружится монумент в честь легендарных Битлз. Был в истории Монголии и человек, который до сих пор остается идолом, хотя с момента его смерти прошло уже немало веков. Если продолжать тему памятников, то самый большой и знаменитый, пожалуй, находится здесь. 40-метровая статуя Чингисхана на 10-метровом постаменте. Она была открыта в 2008 году на берегу реки Туул. Это место находится в 54 километрах от центра Улан-Батора. И именно здесь, согласно преданию, Чингисхан нашел золотую плетку. Будучи молодым, Чингисхан только и думал о том, как ему объединить разрозненные монгольские племена. Однако для достижения поставленной цели ему не хватало сильного войска. Бродя по степи, он наткнулся на ту самую золотую плетку, которая обладала магической силой и помогла в итоге ему стать великим полководцем. Внутри этого огромнейшего сооружения открыт небольшой музей, посвященный той эпохе. Экскурсовод, кстати, отлично говорит по-английски и неплохо понимает по-русски. Здесь, как вы уже могли заметить, тоже принято оставлять деньги. Громадная копия сапога Чингисхана одновременно является и большой вазой для пожертвований.
Можно подняться на самый верх постройки, откуда открывается такой вид, будто бы переносишься в ту эпоху. Завывающий ветер и дикая степь кругом. Представленные экспонаты интересные, однако их не так много. А вот где действительно разбегаются глаза, так это в Большом музее Чингисхана, находящемся в самом центре Улан-Батора. 7 этажей, 7 исторических эпох. Оружие, одежда, уменьшенные копии древних городов, чего только здесь нет. К сожалению, фото и видеосъемка внутри запрещена, так что кадров отсюда весьма мало, в основном те, что удалось снять на скрытую камеру. К счастью, кое-какие сотрудники музея все же пошли навстречу и разрешили запечатлеть некоторые образцы. Вот, к примеру, юрта древних монголов, надо сказать, выглядит весьма крепкой и теплой. Или реальные вещи того времени для стольких столетий сохранились очень даже неплохо. А это уже современные технологии. Девушка-экскурсовод наводит планшет на картину, и она оживает прямо на глазах. К сожалению, побыть в Монголии удалось всего лишь 4 дня, поэтому охватить своим вниманием получилось далеко не все. Возможно, в будущем представится шанс посетить эту замечательную страну еще раз и отснять вторую часть рассказа о ней. А пока что пора ехать дальше. Но одно можно сказать с уверенностью. Теплый прием, оказанный жителями Улан-Батора гостю из России, не забудется никогда.